Всем привет, с вами Дима Мебиус, и сегодня у нас распаковка и сборка двух платформ для компьютеров, оба апгрейда, первый только платформа на базе 7500F, а второй компьютер для работы на базе 7700. В сборке будет участвовать материнская плата за 12 тысяч рублей, затестируем на ней оба процессора, посмотрим какие реальные температуры и стоит ли переплачивать за более дорогую материнскую плату. Итак, температура на радиаторе в районе 60 градусов. Без радиатора тоже примерно 60. Оперативная память 47. Чипсет 45, но чаще он все-таки 50. На процессоре в районе 65 градусов. 90 Вт стандартное потребление, на всех ядрах 4,7 ГГц. Материнская плата 65 градусов примерно сходится с замером. Память 6000 МГц. Кулер практически не слышно. 33 минуты теста. Видимая горячая точка видеокарты 67 градусов. Радиатор в районе 62. Материнская плата 58. И это без радиатора. То есть это материнская плата за 12 тысяч рублей. Потребление процессора 120 Вт. Стресс-тест 7700, 75 градусов, 45 минут. Так, и давайте сразу закроем вопрос по поводу SATA портов, которые якобы отключаются. Последний BIOS 7500F, самый младший. Как видим, два жестких диска, два дисковода и два M2 накопителя. Все это без проблем стоит, работает. Вот он, Hikvision, дата. И два SSD-шника. Все на местах. Звуки, с которыми вы можете столкнуться при покупке данных комплектующих. Брак нового железа из коробки или почему стоит покупать именно в магазинах. 7700 процессор из магазина оказался с браком. При включении Expo профиля на оперативной памяти пропадает видеокарта 4060 Ti из компьютера вообще. Изображение начинает идти только через встройку. Я специально записал одним дублем, чтобы было понятно, как это выглядит. От брака на процессорах, материнских платах и тому подобному железу никто не застрахован. Брак всегда есть. Поэтому я всегда советую покупать железо все-таки в магазинах. Можно было бы предположить, что проблема в контроллере памяти, который просто не тянет разгон. Но проблема в том, что один раз из 10, даже на базовых частотах без разгона, компьютер мог не перезагрузиться. Система просто висела с черным экраном. Нужно было выдернуть шнур питания и заново включить компьютер. Так как процессор был на гарантии и не прошла даже неделя с покупки, я вернул процессор в магазин и обменял его на точно такой же 7700. После замены процессора проблема полностью ушла. Компьютер стартует на Expo профиле 6400 МГц, проходит абсолютно все тесты и больше не доставляет никаких проблем. Все работает как надо. Но, как оказалось, это не единственная проблема. На следующий день пропал M2 диск из системы. При включении компьютера он зависал и показывал артефакты на мониторе. Записал одним дублем,
При вытаскивании SSD-шника все нормально прогружалось. Я сдал диск по гарантии в DNS и купил новый такой же, не было времени ждать. На 4-й день подтвердили гарантийный случай и вернули деньги. Что мы имеем в итоге? За 5 лет устаревает практически любая платформа, нет смысла в никаком апгрейде, нужно ставить новое железо. В первом случае человек получил трехкратный рост FPS, во втором случае получилась шикарная рабочая станция. Материнская плата себя ведет очень хорошо. Она прекрасно справляется с процессором в 120-30 Вт, практически не греется. И единственный ее недостаток — это долгий старт из-за тренинга памяти, который можно отключить. Всем спасибо за внимание, а дальше будет таймлапс сборки 2 комплектов с моими небольшими комментариями в процессе. По поводу этой материнской платы. На сайте DNS встречается очень много упоминаний, что у нее гнутый сокет. 99,9% это люди, которые сами роняют что-то в сокет, а потом говорят, что виноват производитель. Если кому-то надо рассмотреть, здесь нет радиатора сверху, потому что эти фазы используются на встроенное ядро видеопроцессора. Так как на 7500 его нет, то есть тут радиатор в принципе не нужен. Процессор я уже осмотрел в магазине. У них теперь нет элементов, которые можно сбить. Очень удобно. Видно, что сокет идеальный. И вот и все. Adata SPG, частота 6400. Был вариант купить на 1000 подешевле, но 10-летняя гарантия клиентам нравится гораздо больше, чем 5-летняя. Поэтому большинство доплачивает 1000 рублей и берет с 10-летней гарантией. На материнской указано, куда вставлять. И щелкиваем. Следующий. SPG Adata S11 Pro. Быстрый SSD накопитель. Имеет DRAM буфер. Стоимость 7800 рублей. 5-летняя гарантия. Альтернативы за свои деньги вообще никаких нет. Если бы была материнская плата с радиаторами, радиатор надо было снять бы. На этой дате они снимаются. Но тут нужен крепеж. Единственное, что кверх ногами, но, к примеру, можно поставить в этот слот. Но по сути, на самом деле, никакой разницы в этом нет. Рамка пока подождет. 7700 у нас будет охлаждать одна из лучших башен, которая есть. Peerless Assassin белого цвета. Я уже вскрыл, посмотрел. На всякий случай, чтобы не было загнуто никаких мест. Для AMD используются вот эти красные бабушки. Термопаста уровня MX4. Вот типа такой. Thermalright даже повеселее должен быть. К белой башне дают черный переходник. Спасибо. Двухбашенная конструкция. Теплотрубки запаяны в общий теплосъемник. Маркировка. АМ5 крепится в штатное место.
Так, я балбес. Следующая термопаста. Теперь мы берем рамочку. У нее, собственно, термопаста. Мне понадобится. И вот такая рамка. Есть два пути. Первый, термопаста намазывается и рамочка остается внутри. А второй вариант, термопаста намазывается и рамочка снимается. Это сделано, чтобы термопаста не наливалась сильно в эти отверстия. Обязательно убираем. В случае необходимости термопасты можно всегда добавить. Как видите, отпечаток идеальный. По высоте к памяти подошло идеально. Все было рассчитано заранее. Более высокие модули могут не подойти. Все это действие будет питать блок питания MSI Mac A650BN. Есть еще здесь немножко другие цифры. У него будет на питание процессора плюс 8 пин дополнительные, но меньше мощность по 12-вольтовой линии. Блок имеет 5-летнюю гарантию, ценник 5200. Довольно увесистый. Не вижу смысла платить за всякие дипкулы по 10 тысяч в таких системах. Видеокарта приехала с Озона, Казахстан. На пломбах. Также будет первое вскрытие. Обошлась в 40 800 рублей. Был вариант на 16 гигабайт на 2000 дороже, но ее очень быстро купили.
Видеокарта имеет стандартный 8-пиновый разъем, что очень приятно. Питание на блок питания. A few moments later. A few moments later. И теперь полноценный старт. Картинка есть. Новая оперативка. Тот же самый 6400. Клиент опять же переплатил за гарантию. Как на прошлом комплекте не щелкнулись, непонятно. В данном случае у нас будет King 120 SE. Его высота 148 мм, подходит практически под любой корпус. Гораздо лучше любого ID кулинга. Сравнимые деньги. Также покупался на Озоне. В комплекте TF4. Тут крепление, судя по всему, другое. Вентиляторы без подсветки. Да, здесь используется другое крепление. Тут уже прямой контакт. Это чуть похуже, чем на прошлом кулере, но в целом очень популярный вариант. Сразу поправить радиатор.
Так как меняется только материнская плата, процессор, охлаждение и оперативка, блок питания от другого комплекта для того, чтобы проверить и настроить все это дело. Также можно попробовать запустить с видеокартой. Это AMD 8470. Интересно, вообще заработает ли такая конфигурация. Как рычит вот эта видеокарта. Да, старт есть.